Ребята, достигайте своих целей. Выбирайте самые сложные цели. Там не будет конкуренции. Чтобы сюда добраться, я проехал по дороге, я вас уверяю, что по этой дороге в этом году никто не ездил. Забрался на горку, на которой никого не было в этом году. В мире 7 миллиардов человек. Я приехал, кстати, смотреть петроглифы. Оказывается, там не петроглифы, а просто гора. Кстати, я ехал по дорогам, ужасным дорогам, прокладывал новые дороги. Потом у коров спросил, куда ехать дальше. Пастухи не говорили на английском, они просто махнули рукой. Дорога превратилась в дорожку, потом в тропинку, потом в ничего. И, как говорится, когда достигаете своей цели, используйте все свои навыки. Я профессионально вожу, не имею страха. Ну, так себе лазю, неплохо ориентируюсь. Такой как бы смелый, можно сказать. И все это использую для того, чтобы добраться до туда, где никого нету. И самое главное, что когда вы доходите до своей цели, оказывается, что она совершенно другая, нежели вы себе ее представляли. Но самое главное — процесс и достижение. Я думаю, что большинство людей, увидев дорогу, развернулось бы. На дороге, увидев большие ямы и невозможность проехать, опять развернулись бы. Точно бы у коров не спросили, куда ехать. И по лугу не поехали бы. И, конечно, по тропинке прокладывать дорогу в лесу тоже не стали бы. Ну и когда бы в лесу закончилась тропинка, просто посмотрев на гору, наверное, бы тоже не пошли в нее. Но если бы дошли до горы, наверное, бы не стали лазить, потому что можно соскользнуться. И что хотел сказать, неважно, кто вы, программист, я очень люблю программировать, безумно люблю программировать. Но, к сожалению, не получается у меня как бы все делать. Я люблю дизайн, если вы дизайнер. Пробуйте то, что до вас никто никогда не пробовал. Потому что там не будет конкуренции. Вы там будете один. Представляете? 7 миллиардов человек в мире. И в этом году до вершины никто не дошел. Или не доехал. Вот. И точно так же с вашими целями. Выберите самую бредовую идею, которой у вас только душа поет. Главное, чтобы ваша душа пела. А любая цель, в конце концов, все равно не имеет смысла. И достигайте. И потом, представляете, тут змеи, идешь, провалился. У вас когда-нибудь возникла идея, вы идете, провалились в речку. Просто идете среди травы. Что, провалились в речку, а вы пить хотите. Ну, попили. Как бы. Вот, единственное, берете с собой топор. Кстати, зачем топор? Чисто для самоуверенности. Львов и ягуаров здесь, ягуаров, этих читосов и леопардов здесь нет, потому что внизу фермы, а фермеры обычно убивают их. В такой местности, конечно, бывает, прячутся они, но очень немного. Что тут? Встретил буйволов. И это, кстати, очень хорошая история, когда буйвол с буйволенками ты встречаешь в лесу. Это, конечно, классненькая история. Ну и, конечно, змеи. Когда идешь по пояс в траве, то, поверьте мне, просто представляешь, что их здесь нет. По-другому просто сойдешь с ума. Вот. Так что, ребят, достигать цели очень классно. Достигайте и кайфуйте. Неважно, какие бы они бредовые не были. И самое главное, чем более бредовая ваша цель, тем больше шансов, что там наверху никого, кроме вас, не будет. Это же так классно. Какая бы уродливая, какая бы не классная она ни была, она ваша. И там никого не будет, кроме вас. Удачки. Очень повезло, что до вечера, до сумерок нашел свою машину. Потому что ночью в Африке, не весело.